1995 год. Студент электротехнического факультета по имени Майкл Маркус загорается идеей создать машину времени. У себя в гараже он создает лестницу Иакова, устройство, где электрическая искра карабкается вверх по проводам. Во время очередного эксперимента Майкл замечает то, чего там быть не должно. Во время перемещения электрической искры с одного параллельного провода на другой появляется круговой вихрь. Недолго думая, Майкл бросает в этот вихрь металлический болт, чтобы посмотреть, что произойдет. А дальше произошло нечто. Шуруп растворился в воздухе, а через секунду появился в нескольких метрах от него. Тогда Майкл понимает, что металлический болт переместился во времени. А это обозначает лишь одно – машина времени почти готова. Но во время своих экспериментов он столкнулся с довольно серьезной проблемой. Чтобы все заработало, ему надо было огромное количество энергии. Экспериментатор решил, что ему нужно использовать трансформаторы большого размера для получения высокого напряжения. А вот стоили они по $20 000 за штуку, а таких денег у Майкла не было. Тогда, недолго думая, он решил проникнуть на местную электростанцию и украсть 6 старых трансформаторов, чтобы продолжить свою работу. По возвращению домой он подключил трансформаторы к своей лестнице Иакова и нажал кнопку. А дальше на улицах его района произошло массовое отключение электричества. Что-то пошло не так, и электросеть перестала работать на несколько часов. Домой к юному экспериментатору нагрянула полиция с ордером на обыск и арестовала за кражу трансформаторов. Майк прославился на местном радио, рассказывая историю об исчезнувшем винте и своих планах создать машину времени. В шоу на радио Арта Белла, где затрагивались темы паранормальных явлений, Арт назвал Майка безумцем, и тот взял себе это прозвище. Во время эфира Майк объяснил своим слушателям, что у него нет ни денег, ни запчастей, чтобы возобновить работу над машиной времени. Благодаря полученным пожертвованиям его эксперименты продолжились. Майкл планировал испытать машину на себе, создав электромагнитный вихрь, достаточно большой, чтобы в него мог войти человек. На вопрос о том, что бы он взял с собой в машину времени, он ответил: только телефон. Во время своего выступления на шоу в 1996 году он сказал, что ему осталось всего 30 дней до завершения работы над легальной машиной времени. А в 1997 году Майк Маркум пропал из собственного дома, и больше никто и никогда о нем не слышал. Вскоре после пропажи Майка Маркума ведущему ток-шоу позвонил один из зрителей и рассказал о странной истории. Зритель утверждал, что ранее смотрел передачу с Маркумом и, разбирая старые газеты в гараже, наткнулся на фотографию, очень похожего на физика человека. Газета была датирована 1930 годом. В руке человек сжимал устройство, напоминающее мобильный телефон. К сожалению, выяснить реальность истории Маркума невозможно, а позвонивший на шоу зритель не оставил своих контактов.